Привет, телостроители! Это Владорович, и ты на канале об уличных тренировках и калистенике. Многие современные веяния, которые пришли в воркаут в последние годы, отдаляют это движение от изначальной задумки. Настоящий воркаут – это не понты и зарубы, не челленджи и динамика, а красота и сила в движениях, когда каждый учит каждого на площадке. Есть крупное сообщество идейных атлетов со своими общими взглядами. Что-то подобное я наблюдал в 2011-2012 годах, и это подмечают многие олдскульные атлеты. Если удариться в философию понятий, то воркаут и стрит-воркаут – это больше про элементы, а калистеника или же гетто-воркаут – это про базу, построение атлетичного тела. Именно о втором и поговорим. Именно к движению гетто-воркаут себя приравнивают атлет Ясин Хасан по прозвищу Giant. Первые гетто-движения формировались в Америке в бедных районах среди афроамериканцев в 90-е. А гетто в данном случае это община людей, объединенных общими целями. Кто же придумал воркаут? По хронологии было два атлета. Beast, он же рэпер Lord Vital, который создал команду Beast Mode, и Giant, лидер Bartenderz. Остальные это выходцы из команд. Хасан Ясин по прозвищу Giant, 1970 года рождения, родной город Гарлем, и проживает в Нью-Йорк-Сити. Giant с 90-х годов позиционирует себя как первый, кто придумал движение гетто-воркаута и так массово смог его популяризировать на уровне городов и стран. Хасан Ясин настолько харизматичен, что стоит послушать его только несколько секунд, и уже начинаешь проникаться доверием к этому незнакомому человеку. На этих кадрах он с младшим играет в интересную игру, где нужно достать деревянный брусок, не нарушив конструкцию. Кто знает, как называется игра, напишите в комментариях. Bartenderz – это те ребята, которые собираются круглый год на площадках и продвигают философию именно уличного спорта. Они хардкорно тренируются с весом своего тела, добавляя кирпичи как дополнительные утяжелители. В их тренировках очень много базовых упражнений для телостроительства. Все это им позволяет выполнять длительные сеты на турнике из базы и элементов, которые могут длиться по несколько минут. Они привлекали знаменитостей из мира музыки. Рэпер Snoop Dogg участвовал в движении Bartenderz. Среди участников команды Bartenderz есть 5-летние и 90-летние. Bartenderz – это более 20 стран и более 40 городов мира. Когда у Хасан Ясина спросили, кого он считает мастером калистеники, или было еще такое понятие, как мастер турника, Хасан дал интересный ответ. Мастер турника – это тот, кто отсидел в тюрьме несколько лет и там занимался. Почему же это понятие пошло из-за решетки? Заключенные в Америке очень много тренируются. Самый доступный тренажер там – это перекладина. Настоящий мастер тот, кто способен выполнить 40 кругов по 10 подтягиваний за тренировку, говорит Хасан. И знает Ясин это не понаслышке. Сам, освободившись из тюрьмы, долгое время тренировался по инерции, пока это не переросло в движение Bartenderz. Какие же тренировки продвигает команда? Все вокруг говорят о качестве, полной амплитуде при разгибании локтей, но мало кто задумывается, что так мы просто убиваем свои суставы. На тюремном дворе были приняты качковские подтягивания и вообще в пол амплитуды, то есть не до конца разгибая локти в нижней точке и вверху не дотягиваясь подбородком. Про такие подтягивания в воркауте можно говорить много критичного, но в культуризме действительно используют такую технику, и для прокачки мышц и сохранения суставов это лучше всего подходит, ведь мышца все время в работе. А на тюремной прогулке так делали по очень простой причине. На турнике была очередь, и все поторапливали друг друга, чтобы быстрее освободить снаряд, и делали в сокращенной взрывной амплитуде. Отношение к элементам. Интересный момент, что Giant не признает категорически некоторых элементов и четко разделяет воркаут и гимнастику. Например, стойку на руках он уважает как гимнастический элемент баланса, но он не признает это в калистенике. Он считает, что все те, кто популяризирует этот уличный спорт и показывают в видео смесь калистеники и гимнастики, не должны этого делать. Нужно разделять элементы и не делать все подряд. В совместном интервью Giant и Beast оба признались, что очень не в восторге от того, как популярные атлеты несут в массы на YouTube много ненужных трюков и все меньше чистой калистеники, сетов. При всем этом на страницах Хасана сейчас можно заметить фото в окружении ребят, делающих стойку на руках. Прочие даже динамические элементы в футболках символики Bartenderz. Также снимались музыкальные клипы в атрибутике команды, где показаны такие нелюбимые трюки Хасана. Снимался и рекламный ролик с компанией Nike. В нем тоже были элементы и новое поколение молодежи в футболках Bartenderz.
Мир меняется, приходят новые звезды, и от этого не уйти. Быть может, Beast и Giant завидуют, что утратили былую славу? Как думаешь, напиши в комментариях. Ребят, маленькое объявление. Кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании. Там все подробности. А мы продолжаем выпуск. О вражде воркаутеров. Я много слушал интервью, изучал историю первых воркаут команд. Beast Mode, Bartender's одни из первых, которые дружили между собой. Остальные же команды Америки или открыто, или условно враждуют, критикуя стили друг друга. Giant и Beast критикуют Barstars за их трюки, Ганнибала за то, что он 15 лет прозанимался, но не развивается, и каждый раз на тренировке с ним можно увидеть одну и ту же программу. И про длительные сеты Зефа за Кавелли тоже отзывы не очень. Мол, и что такого, что он подтянулся 50 раз и потом сделал выход. Забил мышцы в одном подходе и тренировка закончена. Они же, напротив, приверженцы десятков подходов на 10-15 раз. Так что в американском воркауте не так все гладко и дружно. И выходит, что каждый, кто выбирает себе одну команду, автоматически негативно относится к другим стилям. А еще эти два атлета, Beast и Giant, считают, что только они первыми начали все выполнять, а остальные уже подсмотрели движения, немного видоизменили и начали создавать так называемые свои стили. Есть еще атлет Хит Ричардс. Он первый придумал и показал на видео свои тигровые отжимания, когда со стойки на руках мы опускаемся на локти и поднимаемся вновь на ровные руки. Ричардс массивный и уважаемый атлет, мастер баланса. Он многие упражнения считал своей собственностью и продавал в формате видеокассет, DVD-дисков. И атлет открыто конфликтовал и запрещал всем делать на соревнованиях его фирменные элементы без разрешения, свое мнение. Команда Bartender's проводили тренировки и мастер-классы в тюрьмах, бедных районах, а также официально в 40 школах преподавался предмет воркаут по методике Bartender's, меняя сознание людей. У подростков из бедных семей, гуляя по криминальным районам, выбор, что делать дальше по жизни, небольшой. Вот приходят Bartender's и вытаскивают этих ребят из негативного окружения улиц, объясняя свою философию спорта и ментального развития. Giant и команда считают, что их упражнения наиболее безопасные для детей, ведь в подростковом возрасте лучше выполнять естественные движения с весом тела, чем поднимать тяжести в тренажерном зале. Все это и способствовало массовости движения и успеху Bartender's. Кстати, если хочешь влиять на то, какого атлета я буду обозревать в следующих выпусках или какие темы разбирать в дальнейшем, то не пропускай опросы на вкладке канала сообщества. Сделать это очень просто. Нажми сейчас на колокольчик рядом с подпиской и выбери пункт «Все уведомления», а также включи уведомления от YouTube на смартфоне. История команды Bartender's и Giant безусловно вошли в историю, но многие ли помнят о них сейчас? Многие ли задумывались, кто же придумал воркаут и от кого все пошло? По одному из мнений, команду сгубила чрезмерная коммерция, и деньги они поставили выше своих начальных ценностей. На пике своей популярности Giant больше не соглашался бесплатно или по доступной цене выступать перед публикой в тюрьмах, детских домах, и на площадке его увидеть, а тем более пообщаться, это стало редкостью. В школах постепенно отказывались от дорогостоящих программ, ведь то, что дети там узнавали, можно было выйти и повторить бесплатно на улице, а более открытые уличные воркаут-команды, которые появлялись с новыми направлениями, постепенно вытесняли старомодных Bartender's. Так команда постепенно начала угасать, хотя и существует по сей день. Ребят, хотите в будущем выпуск об истории развития воркаута в целом, как направления и о других командах? Дайте знать в комментариях. Мое мнение. Giant и Beast действительно многое сделали для воркаута, но все же в своих интервью они не признают никого кроме себя. Все популярные команды, которые сейчас существуют, они их называют бывшими членами команд Bartender's и Beast Mode. Другие команды начинаются со слова бар, турник. Их основатели и участники действительно выходцы из первых команд Beast Mode и Bartender's. Но плохо ли, что они решили выйти из команды и идти своим путем, пропагандируя элементы и другие современные веяния? Я не знаю, но точно скажу, что их позицию нужно уважать, уметь отпускать людей и в случае необходимости уметь честно конкурировать, а не критиковать. Пиши в комментариях, какое впечатление у тебя оставил Giant. А мою мини-книгу о воркауте ты можешь скачать по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Ну а совсем скоро, через неделю, на моем канале будет новый интересный выпуск. Предлагай свои темы роликов в комментариях. И поэтому обязательно подпишись, нажми колокольчик и пункт «Все уведомления». Так ты гарантированно увидишь следующий сюжет первым. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале.
Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых атлетах. Автор сюжета – я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.